Вы смотрите RTVI, с вами Марианна Минскер. Здравствуйте. Нам надо поговорить о том, как научиться говорить «нет». Со мной в студии психолог Илья Шапшин. Илья, я тебя приветствую, спасибо, что пришел. А что, это действительно такая проблема серьезная? Людям сложно говорить «нет»? Да, бывают ситуации, бывают такие люди, которым сложно говорить «нет». Иногда в деловой сфере, в профессиональной, иногда в сфере личных отношений, в семье. Ну а есть люди, которым и там бывает сложно сказать «нет» на какую-то просьбу, на какое-то ожидание. И они уступают, и они чувствуют, что они проигрывают, что им становится хуже. Вот. Но какие-то есть блоки, которые мешают сказать «нет». И люди приходят с этим к психологу. А что это за люди такие? То есть им страшно из-за чего? Потому что они боятся, что им в следующий раз, ну не знаю, что их уволят из-за этого, если они откажут на работе, или что их бросит любимый человек, если они ему откажут, или вот как? Это страх какой-то, да? Вот это два разных вопроса. Во-первых, что это за люди, а во-вторых, почему же им страшно сказать «нет». Почему – это действительно то, о чем ты говоришь. Вот если вытащить вот эти вот ответы на вопросы, то часто оказывается, да, это страх последствий. Вот, что если я скажу подруге «нет» или другу, не будет мы дружить. поссоримся, да. Вот, или что я обижу человека, что у меня будет чувство вины. Вот. Кроме этого, есть, например, люди, которые чувствуют так, что в такой ситуации нехорошо говорить «нет». Ну, не знаю, если это родственник о чем-то просит помочь, нужно сказать «нет», иначе я почувствую себя дискомфортно. Мне неловко сказать «нет», говорят многие люди так. Вот опять же, что испортятся отношения. А если в профессиональной сфере, то, конечно, откажу я начальнику, предположим, который говорит, что надо дописать отчет там хоть до полуночи, или в воскресенье вы будете выходить. Откажусь, меня уволят или лишат каких-то материальных вещей. А что на самом деле думают вот эти вот друзья и начальники, которые просят человека о чем-то и понимают, что он безотказный, что он просто не может сказать «нет» и сделает точно? Совершенно правильно. И был такой случай в моей практике, когда приходит молодой человек и говорит: слушайте, вот такая интересная история. У меня есть коллега по работе. Он ко мне подходит вчера, говорит, 4-й раз и просит деньги ему одолжить. Вот скажите, говорит он мне, а почему он ко мне подходит в 4-й раз деньги одолжить, когда нас 30 человек? А до этого 3 раза он одалживал. Я так подумал, Марианна, я так аккуратно говорю, а может быть, потому что вы сказали первые 3 раза «да»? Он говорит, действительно, говорит «да». Ну, поэтому есть ожидание, что ты мне в 3-й раз 3 раза согласился, и в 4-й тоже. Вот, конечно, наши поступки, они часто формируют ожидания, вот, что мы такие безотказные, что мы выполним просьбу, что мы не пойдем на конфликт. И это, кстати, одна из общих вещей, которые бывают у многих людей, которым трудно сказать «нет». Вот они опасаются идти на конфликт. Вот, они считают, что надо сглаживать любую ситуацию, любое обострение, а «нет» — это все-таки противостояние, это отказ. Вот, и им это тяжело, они предпочитают это избежать. Ну, ценой уступок и потерь каких-то. Вот чем это плохо? Чем плохо неумение говорить «нет» для людей, которые вот такие безотказные? Чего они себя лишают? Ну, давай я приведу живой пример, реально настоящий, чтобы было ясно, к чему такие вещи могут привести. В книгоиздательстве работает ответственный, трудолюбивый редактор. Вот. Через какое-то время коллега по работе говорит: Маша, слушай, вот доделай работу до меня, мне надо сына из школы пораньше забрать. Да-да, конечно, иди, говорит Маша. И доделывает работу там уже до, предположим, 8 вечера. Через какое-то время другая коллега говорит: Маша, слушай, мне надо вот заехать к маме лекарство отвезти, ты за меня тут закончи? Да-да, говорит Маша. В общем, она уже работает до 10 часов вечера, у нее уже вот такой объем работы, вот, но в конце концов она не выдерживает, и она увольняется. Вот. Один, значит, пример к тому, чего это может привести. И никто не понимает, почему. И никто не понимает, почему она пишет заявление по собственному желанию, потому что не было никаких претензий, вопросов, разногласий. Но на этом история не кончается. Поскольку она работник ответственный, а в этом кругу всех знают, у нее отличная репутация, ее с удовольствием берут в другое издательство. Сначала все идет хорошо. Но потом как-то коллега по работе говорит: Маша, слушай, у меня там дела, вот давай ты за меня тут доделаешь кое-что. Да, она говорит, давай. Короче говоря, через пару-тройку месяцев ситуация повторяется один в один. Но теперь она уже приходит к психологу. И она понимает, что проблема будет продолжаться, где бы она ни работала, пока она не научится говорить «нет»
вот это я делать не буду. Вот такие вот последствия. А вот давай могут быть. расскажем этим людям, что будет, что произойдет, если они скажут «нет». То есть мир-то не перевернется. Точности мы им не можем сказать, что будет. Хотя мир, безусловно, не перевернется, это не вопрос жизни и смерти. Но фокус именно в том, что у таких людей в голове катастрофические сценарии, драматические, иногда вообще беспочвенные, иногда просто сильно преувеличенные. Вот. Но когда они это не размышляют об этом, вот, то это блок, и это их стопорит. Вот. А нужно, конечно, вот на все эти вопросы начать размышлять. Ну вот мы с тобой перечислили основные страхи, например, да? Что человек обидится и что отношения разрушатся. Надо позадавать себе здравые вопросы. Просто что будет дальше? Ну, обидится. Подожди, и что? подожди, это даже слишком рано. Вот вообще, откуда я взяла, что человек обидится? Я в этом уверена? Почему? Может быть, Ну, это на себя, наверное, проецирует, что я бы обиделась, если бы мне отказали. два варианта. Я бы обиделась. Либо так было когда-нибудь с кем-нибудь Да. еще, и это, так сказать, научение. Вот. Второй момент. Что будет страшного, если человек обидится? Что произойдет? Вот. Возможно, что ничего, возможно, что мы объяснимся. Может Даже быть, если он перестанет дружить. И что? это очень серьезный вопрос. Например, если человек беспокоится, что отношения разрушатся, а нужны мне такие Да. отношения, которые держатся только в том случае, если я иду на уступки, на все соглашаюсь и никогда не говорю «нет». А это ценные для меня отношения, мне действительно их надо поддерживать. То есть на самом деле иногда из вот этого вот, ну как сказать, сопротивления хорошие последствия получаются. Не те ожидаемые негативы, что все разрушится, человек обидится, отношений не будет, а наоборот, происходит определенная перезагрузка. Вот. Ну, иногда приходится, так сказать, внести поправку в Конституцию. Вот там наших, например, супружеских отношений, если, предположим, всегда решает муж, и всегда бывает то, как решает он, а жена только подстраивается, и уже дальше ей там некуда отступать. Вот и в какой-то момент она говорит, что я так больше не могу. От этого могут быть только хорошие последствия. Иногда, конечно. Вот если люди друг друга услышат. Ну и кроме того, многое зависит от того, как сказать. Вот можно же объяснить, ну, если человек готов понять. Правда, это бывает не всегда. Вот я помню, одна клиентка сказала такую фразу. Знаете, говорит Илья, если свекровь решит, что она на меня обидится, она найдет повод на меня обидеться. И это еще раз ответ на вопрос про страх, что человек обидится. Может быть, это его решение такое? Ну вот, может быть, он так хочет. Ну, Ну, как известно, нельзя человека обидеть, можно только самому обидеться. Обидеться, совершенно правильно. Вот, И то для есть этого иногда даже и не ответственность нужен, в общем, повод. Ну, было бы человек сам желание. такой повод, конечно, конечно. Размыслить эту ситуацию. Но, с другой стороны, наверное, все время и всем говорить «нет» тоже не стоит. Вот где-то золотая середина, как понять, что, например, один раз начальнику можно сказать «да, хорошо», а вот второй или третий, или вот уже четвертый «нет». Хватит. Конечно, конечно. Где? Есть две крайности, и, как обычно в психологии и в жизни бывает, обе крайности, они неконструктивны. Вот. И крайность, когда человек всегда соглашается, всегда уступает, всегда подстраивается, вот, она приводит к разным нехорошим последствиям. Вот. Это иногда, вот, как мы говорим, увольнение. А, например, в семейных отношениях человек может начать болеть. Вот. У него может начать какие-то проблемы со здоровьем, врачи не будут понимать вообще, в чем дело. Вот. А это так называемая психосоматика, потому что негативные переживания, эмоции, напряжение, неудовлетворенность, они будут как-то сказываться. Ну или, например, в какой-то пассивной агрессии, в каких-то конфликтах. Ну и другая крайность, вот когда человек, вот вообще с ним нельзя ни о чем договориться. Ну, конечно, это тоже приведет к проблемам, у него будет репутация и заслуженного человека, с которым невозможно вообще о чем разговаривать. Мир у нас все-таки такой договорной, мы стремимся к какому-то диалогу. Ну а где золотая середина, я думаю, правильный ответ — разбираться по ситуации. Вот не нужно создавать систему вот, и придерживаться какой-то программы, какого-то алгоритма. Вот. Но нужно уметь разобраться в реальной ситуации, что сейчас происходит. Например, мной манипулируют, тогда я на это не пойду. А как это понять? Ну, из какого-то житейского опыта, вот, конечно, нет какого-то... Ну, есть какие-то, наверное, сигналы, звоночки, что вот это такая манипуляция? Мне кажется, это внутри всегда чувствуется. Ну, во-первых, это чувствуется интуитивно, что происходит. Во-вторых, опять же, очень о многом говорит повторяемость. Вот как в том примере, когда человек четвертый раз подходил с одной и той же просьбой. Вот это понятно, это слышно. Вот другое дело, что человеку, которому трудно бывает сказать «нет» из-за особенностей своего характера, из-за особенностей воспитания, о чем мы пока не сказали, откуда все эти блоки берутся, он эти вещи не заметит. Вот ему все равно будет это трудно дифференцировать. Ему будет все равно легче сказать «нет», легче согласиться с какой-то просьбой, даже с неприятной. Вот, но если он более свободен, если он понимает, что бывает и так,
то часто интуиция или опыт, они подскажут, что сейчас происходит. На самом деле человеку нужна моя помощь, и мне надо отозваться. Или это манипуляция, или это такой тест. Например, когда человек приходит на новую работу, то иногда бывает такой коллега по работе, который тестирует, что с тобой можно, что с тобой нельзя. Ну, иногда и в личных отношениях такое бывает. Вот обращаются там с чем-то, с каким-то пожеланием. И это проверка. Вот с тобой так можно или с тобой так нельзя. И как раз ответ человека и зависит, где будет проходить граница. Вот со мной так можно или со мной так нельзя. И как я об этом скажу. А если, например, женщина все время просит мужчину что-то ей помочь, что-то сделать, и мужчина все время соглашается в ущерб, может быть, себе, а потом в какой-то момент эта вот пружина срабатывает, и он говорит «все». И говорит это в довольно жесткой форме. Жестко. Вот это типичнейший сценарий развития событий, неважно, про мужчину и женщину, ну, в смысле, как, кто уступает, а кто нет. Вот накопление негатива и недовольства и взрыв. Вот я помню, одна женщина, клиентка, мне это показала наглядно. Вот представь себе, что у нас стол здесь стоит, она мне показывала в кабинете. Говорит, вот моя рука. И вот я один раз уступила, другой раз уступила, третий. И рука стоит на краю, уже негде отступать. Она говорит, я себя потеряла в отношениях, я себя не чувствую. Где мое «я»? Мы все делаем так, как хочет он. Все решения принимаются так, как хочет он. Вот но мне уже дышать негде. И тогда вот возникает резкий взрыв, вот какая-то разборка, какой-то серьезный конфликт, какие-то претензии. И это всегда переживается очень тяжело с обеих сторон. Ведь человек говорит, а что же ты молчала, например? А почему ты раньше так не говорила? Возможно, она действительно не говорила. Возможно, та, которая поговорила, что он не слышал. Возможно, она говорила, а он был в своей программе такой авторитарно-директивный. Такие люди бывают, к сожалению, тоже. Ну, не к сожалению, а люди разные бывают. С такими людьми бывает трудно. Вот поэтому... Это заканчивается обычно разводом или расставанием? Или... Нет, ты знаешь, вот это все-таки редко. Если это зависит от стадии отношений, от серьезности. Когда, предположим, это отношения романтические, на какой-то начальной стадии, или люди живут вместе, в гражданском браке, или поженились, но еще у них там нет особой семьи, хозяйства, то часто это скорее спор, конфликт, поругались, но потом как-то помирились. Вот. Это не очень хороший, между прочим, сценарий. Знаешь почему? Потому что они ни о чем не договорились. Они не передоговорились, они просто решили помириться. Это значит, что им повтор гарантирован со 100% вероятностью. А как нужно? Нужно объяснить, что мне очень трудно каждый раз, когда мы обсуждаем какой-то вопрос, делать так, как ты говоришь. Вот посмотри, вот в тот раз мы приняли решение, которое хотел ты. Мои желания не учитывались, мои интересы проигнорировались. Мне так трудно, я так больше не хочу. Вот давай с тобой договоримся, что теперь будет иначе. И тогда у нас будут мирные, хорошие, любовные отношения. Если мы не договоримся, то, наверное, мне придется принимать какие-то решения. И тогда уже уступать должен вот тот второй партнер. Тогда уже он должен, во-первых, думать, чего он хочет, нужно ли на этом настаивать. Тогда он должен задуматься, чего хочет моя вторая половина, любимый мой человек, и это начать учитывать. То есть быть махровым эгоистом можно, когда ты один. И все для себя, для меня, то, как я хочу. Мне не надо ни под кого подстраиваться. Мне не надо учитывать никому, что хочется. Мне сегодня хочется в горы или в поход, или на море, я так и сделаю. Но когда мы вместе, то надо учитывать и то, что важно для другого, и потребности другого, и то, что другой человек хочет. И вот это вот будет происходить после того, как партнер скажет, что стоп, вот больше я с этим мириться не готова. И тогда это конструктивный вариант развития событий. Но чаще, конечно, они бывают неконструктивны. Или просто поссорились, помирились, или кто-то говорит, повтор. Я пойду, и потом повтор. Вот, либо, ну давай поживем врозь, вот, каждый, так сказать, подумает. Ну, если просто подумать, то ничего не будет. Ну, надо подумать и поговорить. Надо подумать, разобраться в том, что происходит, вот, кого что не устраивает, кто делает что и почему, вот, и передоговориться. Кому из твоей практики, кому сложнее говорить «нет», мужчинам или женщинам? В моей практике чаще с запросом приходили женщины. Ну, наверное, 70/30 или, может быть, 80/20 – это запрос у женщин. Вот он бывает вообще отдельный запрос. Вот мне бывает трудно говорить «нет», когда происходит то-то, то-то. Или это бывает как часть более широкой проблемы, что я вообще всегда уступаю, вот, я вообще только подстраиваюсь, у нас в семье вообще решает все он. Вот, и тогда то, что мне трудно сказать «нет», это часть, ну, более, так сказать, широкого контекста взаимоотношений. А как, вот чем ты это объясняешь, что женщинам сложнее сказать «нет», чем мужчинам? Воспитание?
Воспитание, наверное, второй фактор. Я это объясняю совокупностью двух моментов. Вот первый, я думаю, это определенная все-таки такая природно-биологическая данность. Вот, ну, все-таки исторически там, в первобытном обществе 100 тысяч лет мужчина был воин-охотник. Шел агрессивный, он забивал мамонта, он побеждал врагов, потом он приходил, так сказать, в пещеру. Вот. Он был заточен вот по эти силовые дела. Женщина не заточена биологически от природы на эти силовые противостояния. Когда там мужчина в пещере восстанавливается и залечивает свои раны от саблезубого тигра и мамонта, женщина подстраивается и сохраняет уют, и комфорт создает. То есть одно — это все-таки мы устроены немножко вот в эту сторону. А другое, как ты говоришь, я уверен, это воспитание. Это все из детства. Есть, конечно, опыт, который приходит не из детства. Вот, ну, если, например, познакомились мужчина с девушкой, и он, предположим, хочет от нее чего-нибудь. Вот она сказала, потому что я не готова, нет. Он сказал, ну ладно, я пойду другую найду, позговорчивее. Она начинает думать, ну так что, в следующий раз, наверное, тогда я должна согласиться? На секс ты имеешь в виду? Ну, например. Ну, например. Вот. Или, например, начальник какой-нибудь выдвинул требования, и я сказал нет, и меня уволили. Но на следующей работе, которую я с трудом найду, Он будет более осторожен. я уже подумаю, конечно. Поэтому бывают и вещи, которые уже не из детства взяты в этой ситуации. Но большая часть закладывается, безусловно, в детском возрасте. А как вот, какими они были детьми, да? Как их воспитывали, точнее, в детстве? Это важно как раз и то, и другое. Если говорить на вопрос, какими они были детьми, то чаще всего они были хорошими девочками, хорошими мальчиками. Отличниками. А хорошими — это значит послушными. А послушными — это значит, они слушались и выполняли то, что им говорили. Вот они не говорили, нет, они не бунтари. Вот. Или, может быть, они и были бунтари, вот. Но этот Но бунт, родители их задавили. он был задавлен, Да. конечно. Потому что когда ты маленький, и тебе говорят, там, собирай игрушки, иди спать, или выключи он говорит, мультики. нет. А он говорит нет. И за это он получает вот, упреки, ругань, наказание. Ну а что делать? Подожди-ка, а как надо? Вот ребенок тебе говорит, нет, я не буду, я хочу еще поиграть. Ну, Марианна, есть миллион способов, не директивных, не давящих. Можно сказать, там, досмотри, через 10 минут пора будет спать. Вот я не специалист по детской психологии. Вот я вижу только, как, когда консультирую взрослых, последствия, к чему это приводит. Вот потому что многие клиенты реально вспоминают, это не фантазии и не выдумки. Вот они вспоминают эти эпизоды, ситуации, которых было очень много. Вот когда им запрещали что-то, когда на их попытку возразить, они были наказаны, иногда довольно физически и жестко, иногда морально не менее жестко. Ну, когда ребенок маленький, вот, а родители — это люди, от которых зависит мое выживание, боги, вот, то не знаю даже, что хуже, когда мама меня нашлепала или отказалась со мной разговаривать и кормить. Ужасно. Вот, ну, конечно. Вот, поэтому эти вещи, они чаще всего закладываются в детском возрасте. Сейчас их в психологии стали называть схемы. Вот такие программы, такие вот убеждения. Вот. Ну и кроме того, немножко разные послания идут мальчикам и девочкам. Вот в фильме «Приключения Буратино» Тортилла в исполнении Рины Зеленой поет «Драться надо, так дерись». То есть она говорит мальчику, что ты можешь быть агрессивным. Ну и мальчиков действительно иногда воспитывают так, что ну что ты вот там не можешь дать сдачи. Вот. Но девочка получает совсем другое послание. Ну что ты ссоришься? Или, ты же девочка. Ты же девочка, дай ему эту куклу ей поиграть. Вот. Ну вот так вот постепенно это формируется таким образом. А есть другой, это вообще без слов. Это, например, пример мамы. Вот ведь дети, они подражанием научают разные вот узоры поведения, не только тем, что им что-то говорят и инструктируют, прежде всего через моделирование. Вот если, например, мама всегда вступает, вот, всегда соглашается, сглаживает конфликты, подстраивается. Ну, так... Но здесь тоже ведь есть два сценария. Она, может быть, будет такая же, как мама, а может быть, наоборот. Я настолько не хочу быть такой, как мама, я буду совершенно по-другому, противоположности. Да, да. Обе они потом окажутся в кабинете психолога, потому что у первой будут одни проблемы, а со второй тоже никто не сможет мирно сосуществовать. Вот. Но... Хорошо, а как вот эти детские схемы, можно ли с ними работать, и тяжело ли их потом трансформировать во что-то другое во взрослом возрасте? Во-первых, их тяжело осознать. Вот у большинства людей бывает объяснение, почему с ними происходит то, что происходит, и это объяснение неверное. Вот как наша встреча и называется, вот люди часто говорят, я не могу говорить «нет». Это неправда.
ты автобус не можешь поднять, вот это соответствует реальности. А сказать Ну «нет, да. тебе страшно, может быть», или неловко, или дискомфортно, или непривычно. Вот, то есть люди не своими именами эти вещи называют. Вот, а это вот работает какая-то схема, где написано, что так говорить нельзя. Вот нужно соглашаться, не спорь там с кем-то, там со старшими, или с родственниками, или с близкими. Вот, поэтому это как бы первый момент, который сложный. А дальше сложно уже вот это переиграть. Вот. А что-то человек может сделать сам, что-то без помощи специалиста сделать сложно. Но что можно сделать самому, это, по крайней мере, эти вещи прочно разделить. Что хотя в детстве много раз вот я слышала от кого-нибудь там, от мамы, или со мной происходило то-то, то-то, но мне тогда было 5 лет, и это было с родителями. Это была другая история. А вот теперь я взрослый в мире взрослых людей, и я имею полное право говорить «нет», не соглашаться, отстаивать свои интересы, говорить то, что мне важно, и тогда это уже освобождение происходит, хотя бы частичное, вот от этих вот установок и схем, идущих из детства. Блоков. Блоков. Ну, по сути, они блокируют какую-то часть поведения. Это же самоограничение. Вот это же не то, что кто-то это запретил, вот физически, в прямом смысле, или психологически. Вот это когда-то было запрещено кем-то или не приветствовалось кем-то, но дальше-то во взрослом возрасте это стало моим самоограничением. Это же уже я сама решила, что лучше я, пожалуй, не скажу, вот лучше я, пожалуй, соглашусь, лучше я пойду навстречу. Я уже решаю, мне уже это трудно, поэтому это, конечно, блок. Как правильно говорить «нет»? В зависимости по ситуации. И здесь есть хороший прием – это мысленная репетиция. Вот я сейчас расскажу несколько разных вариантов, как можно сказать «нет». Вот. И я знаю по опыту, людям полезно бывает решиться, ну, потому что это, в общем-то, перешагнуть через какую-то привычную манеру поведения, через привычную модель, представлять это мысленно. Вот отработать это мысленно до того состояния, когда чувствуешь себя уверенно, когда говоришь «нет» и уже тебя устраивает так, как я это говорю. Сказать «нет» можно по-разному, в зависимости от отношений с человеком и что мне от этого нужно. Если с этим человеком отношения хорошие, доверительные, и я хочу, чтобы они такими были, ну, например, если это друг хороший, если это партнер по браку, с которым мне хочется, чтобы все было хорошо, то объяснить желательно достаточно подробно. Ну, например, ты знаешь, Маша, честно, я хотел бы тебе помочь. Вот, но вот в этой ситуации сегодня я не могу прийти тебе на помощь, вот потому что у меня такие-то дела, вот такие-то обстоятельства, не могу. То есть объяснить свою ситуацию. Вот. Другой хороший способ сказать «нет» – предложить альтернативу. Ты знаешь, я не могу сделать, вот, выполнить такую вот твою просьбу, но давай, например, или я готов сделать вот это или вот это. Вот это уже смягчает ощущение отказа, потому что вполне, может быть, устроит. Ну, а если человек как-то либо менее значим, либо отношения с ним не такие близкие, либо вы знаете, что он все равно не войдет как-то в ваше положение, ну, тогда варианты могут быть более короткие. Или «извини, нет», или «нет, не могу», или есть, например, такая формулировка «не могу, обстоятельства не позволяют». Какие там мои обстоятельства не позволяют, это уже кто там будет разбираться. Вот. А вот такой промежуточный этап для тех людей, которым сложно сказать «нет», и пока, ну, они хотят уже это сделать, они могут сказать, например, «хорошо, я сделаю то, что ты меня просишь, а ты мне взамен сделаешь можно это, это». Можно договариваться. Кстати, один из страхов из блоков сказать «нет» заключается в том, что если я сейчас откажусь помочь и скажу «нет», да, он потом мне тоже то не мне поможет. потом, да, это многие так, вот это рассуждение есть в голове. А это работает? Это связанные вещи? Ну, это, конечно, теория в голове. Она может быть верная, а может быть неверная. Вот идея просто в том, что все эти конструкции мысленные, их надо проверять, понимать, что я просто так предполагаю. Вот, но вполне может быть, что это, конечно, не так. И опять же, многое зависит от того, что я скажу и как я скажу. Ну вот давай конкретный пример. Допустим, я у тебя попрошу денег, а ты мне откажешь. Как хочешь, можешь вежливо, можешь невежливо. Ну, давай. Я скажу: Илюш, мне очень надо $500 на пару неделек. Одолжи, пожалуйста, я тебе через 2 недели отдам. Марианна, ты понимаешь, я с удовольствием помогу тебе и выручил, но перед Новым годом я купил подарки вот, и близким, и родным, и у меня сейчас нет такой возможности. Ну, это как бы такое немножко оправдание, да?
Ну, я предлагаю тебе объяснение. войти в мое Да. положение, Да. вот, и, в общем, говорю вещи, как бы сказать, уважительные, объективные, достоверные. Я не думаю, что кто-то помирает или что меня ограбили Да, да. вчера. Ну, вот, мои аргументы, они жизненные и реалистичные. Вот я могу добавить, что если у меня будет какая-то возможность, если, например, вот, там как-то, ну, если я получу премию, то, конечно, я сразу с удовольствием дам тебе знать и выручу. Ну как все-таки преодолеть страхи вот тем людям, которые боятся говорить «нет»? Как им преодолеть эти свои схемы, страхи, Да, блоки да. и научиться все-таки это Да, делать? прежде всего, честно для себя ответить на вопрос, чего я боюсь. Не «я не могу», вот это вот в сторону, вот, а честно, почему мне это трудно или сложно. Вот, то есть сформулировать по-другому. Я боюсь, или мне непривычно, или мне неловко. Вот, не стесняться, это же для самого себя делается, это не нужно сообщать кому-то. Ответить на этот вопрос, постараться понять, есть ли какие-то корни, предположим, из детства, откуда у меня такой опыт. И дальше лучше всего это делать письменно, потому что в голове там в день 50 тысяч мыслей, и не все они одинаково умные. И вот если эти страхи записать, то их надо размысливать. Вот примерно как мы делали. Предположим, я боюсь, что отношения испортятся, если я скажу «нет». Я начинаю задавать себе вопросы. Вот, во-первых, уверен ли я, что отношения испортятся? Вот, во-вторых, откуда у меня такое опасение? Вот, может быть, оно... Может быть, так уже было. Может быть, так уже было. Но если это было с другим человеком, то совершенно не значит, что так будет и с этим человеком. Во-вторых, как я могу сказать в данной ситуации «нет», может быть, чтобы сделать все, что от меня зависит, а мы просто можем сделать что-то, что от нас зависит, а дальше уже не зависит, чтобы все-таки отношения сохранились. Вот, в-третьих, сказать «нет» может быть не так плохо. Может быть, если я скажу «нет», то мы начнем обсуждать эту тему, и мы договоримся про какие-то другие правила взаимоотношений. Вот, и тогда от этого может быть хорошо. Но и в конце концов, если эти отношения человек со мной поддерживает только потому, что я соглашаюсь, уступаю, выполняю все пожелания, нужны ли мне эти отношения? То есть немножко эту тему покрутить и ее размыслить. Вот от чего я боюсь, от чего мне трудно. Если я считаю, что близким нельзя отказывать, откуда я это взял? Ну, вот откуда такая установка? Вот, Ну, из детства, очевидно. из детства. Мама говорила, Тогда я что- это могу подвинуть. Я могу сказать, что да, хотя мама так говорила, или, может быть, мама всегда помогала бабушке и даже говорила, что это ее долг, вот, но это ее какая-то история, это ее психология. Вот, а у меня, я сам своя. решу, что, чего я должен. Да, это будет мое решение. Я сам автор своей жизни, и я уже это решу. Вот. Поэтому иногда этого шага становится достаточно, он основной. Вот разобраться, проанализировать, размыслить свои страхи. А вот это интересно, кстати, вот мы сейчас как раз говорим про, наверное, дружеские и родственные, какие-то любовные отношения, да, профессиональные чуть позже рассмотрим, именно умение отказать. Вот если родственник, вот, родители тебя просят чего-то такое, чего ты делать не хочешь, даже вот не знаю, ну там отвезти их, например, в 100-й раз куда-то, или да. пойти с ними там в гости куда-то. Ты понимаешь, что это родители, и сложно им отказать, и тебе неудобно, и как это же родители, а с другой стороны ты понимаешь, что ну, времени просто катастрофически нет, и ну нет времени. Такие ситуации, конечно, бывают. Просьбы со стороны родителей могут быть самые разные. Вот, почаще приезжать просто в гости. Вот, или, например, летом приехать на дачу и помочь там с хозяйством, с огородом или еще что-нибудь. Вот. Но я не сторонник идеи, пойми меня правильно, на все пожелания говорить «нет». Конечно, я тоже не сторонник, но Мы надо уметь не говорить это хотим, «нет». так сказать, донести. Вот, мы говорим о том, что такая возможность в числе других должна быть, такая степень свободы. Вот. Ну, здесь можно действовать по-разному, и нет единого рецепта, который был бы во всех ситуациях применим. Кроме рецепта, давайте разберемся в конкретной ситуации. Это зависит и от характера мамы, от характера взаимоотношений с ней, ну, если мы говорим там про маму. Вот. Если отношения хорошие, доверительные, то, опять же, надо постараться ситуацию объяснить. Сказать: «Мам, я тебя люблю, я рада тебя видеть». Вот. При этом, как бы это сказать, я не всегда готова и не всегда могу выполнять твою просьбу и приезжать. У меня есть некоторые дела и планы. Вот. Они тоже для меня важны. Вот. Они связаны, может быть, там, с работой, или с моей семьей, или с моими детьми. Вот. И
дальше, конечно, очень смягчает эту ситуацию, что я приеду там, в следующий раз, или я позвоню и скажу, когда я могу приехать. Вот. Это вариант, который я бы назвал близкий к идеальному, когда есть диалог, когда есть взаимопонимание, когда один человек хочет объяснить другому свою ситуацию, другой понимает. Так, а Но, когда конечно, родители не такое бывает хотят не ничего всегда. слушать и обижаются. Да. Ну, во-первых, то, о чем мы говорили. Вот если человек хочет обидеться или он обидчивый, то он найдет повод. Вот. Но здесь тоже это иногда манипуляция. И в отношениях между взрослыми детьми и родителями иногда вот есть такая ниточка манипуляции на чувство вины. Вот. Иногда она скрыта, иногда более явно. Ну как же ты вот там то-то, то-то. Вот. И иногда человек на это ведется. Вот, ну, с одной стороны, по-человечески это очень понятно, потому что близкий человек, родной, как тут не повестись. Но с другой стороны, надо понимать последствия, что за эту ниточку, если она работает, будут дергать снова и снова. Потому что если мы своим поведением подкрепляем какой-то поступок, то это поведение будет повторяться. Вот. И тут нужно постараться собрать, так сказать, свою волю в кулак, вот, и сказать, что «мама, к сожалению, я приехать не смогу, у меня нет такой возможности, я очень занята, извини». Хорошо, а в профессиональных отношениях? Вот, допустим, начальник просит, говорит: Илья, сегодня нужно задержаться, нужно сделать еще вот там этот отчет. Подготовить, потому что кто-то заболел, ты же понимаешь. Да, опять же, вот, самое правильное в жизни – это гибкость. Вот, понять эту ситуацию, понять, что происходит на самом деле, форс-мажор, я действительно должен вытащить эту ситуацию. Вот, или привычно ко мне обращается как к палочке-выручалочке, потому что, ну, Илья же не откажет. Вот, и если что, у него всегда можно, значит, так сказать, ну, что-то поручить дополнительное. Вот. Другой момент. Какие это вызовет у меня накладки? Вот, сорвутся ли какие-то мои там, серьезные планы? Вообще, я не очень сторонник самораскрытия, но давай я приведу истории своей реальной жизни, что я, правда, делаю крайне редко, потому что это нехорошо и не рекомендуется. У меня однажды, когда-то, много лет назад, действительно был примерно подобный эпизод. Вот, мы готовили большой проект, и руководитель проекта, она сказала: я никого из вас не отпускаю, пока мы не сделаем что-то. Вот 6 часов вечера, 7 часов вечера, 8 часов вечера. У меня была встреча личного характера. Вот это было важно для меня. Вот я сказал: извини, пожалуйста, у меня важная встреча, мне нужно идти. Руководитель сказал: Илья, я тебя не отпускаю. Я сказал: очень жаль, вот, но я ухожу. Вот, и я ушел. Что вот, тебе потому за что это мне было? это было очень важно. Мне за это ничего не было. Вот, когда я пришел в следующий раз, руководитель проекта сказала, что мне было неприятно, что ты ушел. Вот, это было нехорошо. Я недовольна тобой. Но мы работали дальше над этим проектом, и отношения постепенно В следующий раз она просила тебя что-то сделать сверх нормы, а других просила? Такого не было. Я не знаю, честно говоря, насколько это было дальше, но фокус в том, что у меня была важная для меня причина, почему я не выполнил эту просьбу. Вот. Это, опять же, вопрос взвешивания обстоятельств. Если у меня не было какого-то назначенного, ну, прямо скажем, свидания, то я бы остался, я бы сидел вместе со всеми там, до 10, до 11 вечера, как на той работе было принято. Вопрос приоритетов. Это вопрос приоритетов. Вот вопрос в том, что за просьба, как она выглядит, что это происходит. Вот это действительно форс-мажор, или это какая-то вот такая история, что на мне можно пахать. Вот. И плюс вопрос, что для меня в этой ситуации важно, вот, чем я жертвую, вот, что я теряю. Ну, я должен чем-то поступиться. Это что-то важное или не очень? Или я могу? А вот в каких отношениях сложнее сказать «нет»? В любовных, в дружеских или в рабочих, профессиональных? Ты знаешь, какая интересная вещь. Вот когда приходят мужчины ко мне с этим запросом, не могу сказать «нет», чаще всего это про деловую сферу. Когда приходит женщина с вопросом сказать «нет», это бывает и про деловую, и про семейную. Вот поэтому здесь бывает устроено по-разному. Ну, это понятно. Почему? Потому что в деловой сфере это иерархия. Вот есть начальство, есть подчиненный, и от начальства зависят различные вещи. Вот, дадут ли мне премию, повысят ли меня, не повысят или вообще уволят. Вот, там есть субординация, там есть мой функционал, там прописаны какие-то обязанности. В личных отношениях нигде ничего не прописано, но на самом-то деле все эти правила игры, они есть. Негласные. Они негласные. Вот, и они уже были много раз проверены. Вот, и если мужчинам бывает сложно вот, пойти против этой иерархии, потому что мы часто вот, тоже выстраиваем отношения по какой-то шкале. Вот надо мной есть начальник, но и я над кем-то начальник.
Вот мне могут сказать «останься и доработай», и я могу сказать «и ты останься и доработай». Вот, то, да, и трудно пойти против этого. Но у мужчин часто такое структурированное иерархическое мышление. У женщин часто все немножко гибче и по-другому. Вот, но трудно пойти мимо уже сложившихся рисунка поведения с близкими людьми. Вот, и тут начинается причина, вот, про которую мы говорили. Вот, то ли, ну, предположим, мама мне говорила, вот, что ну, ты же девочка, ты должна уступать. Вот, или есть в целом такое правило, которое я усвоила, что лучше пойти навстречу мужчине. Или, например, если я знаю, что он вспыльчивый, а я не хочу конфликтов, особенно, предположим, при детях, хорошо, хорошо, я уступлю. А какие страхи у мужчин, вот, когда они не могут сказать «нет»? С каким они приходят с запросом? В профессиональной сфере, прежде всего, конечно, то, что будут санкции. Вот, ну, предположим, конец года, вот, мы ожидаем принятия решений, какую-нибудь аттестацию. По итогам года кого-то повысят, кого-то не повысят, кому-то дадут премию, кому-то лишат премии или не дадут. Вот, кому-то будет выговор, будут сделаны какие-то выводы на будущее. Вот, и стоит ли мне вступать в этот конфликт? Вот, чаще даже по-другому, еще более остро, что я не удовлетворен тем, что происходит. Например, я уже давно чувствую, что я заслуживаю повышения, я делаю большой объем работы, у меня большая ответственность. То есть веские аргументы. Но я не могу вот с этим пойти и на своем настоять. Да, вот как часто мы не делаем чего-то из-за страха отказа. Да? Конечно. Это же тоже большая проблема. Я не могу пойти попросить повышения зарплаты, хотя уже давно это все к этому шло, это давно я этого достойна, но я боюсь, что мне скажут «нет», и что? И тогда почему? Вот объясни, вот это же очень многие, у очень многих людей так. Что, тогда скажут «нет» и «до свидания», или тогда что произойдет? Это вопрос как раз, на который я рекомендую клиентам отвечать, когда они рассказывают, что боятся отказа. Скажут «нет» и что? Вот. А на самом деле и что есть, но оно часто не в сфере реальной жизни, а в сфере внутренней жизни. Дело в том, что просто «нет», оно человеку больно не сделает. Но больно сделает то, что сам человек сделает с этим отказом в себе. Поясни. Да очень просто. Если неуверенный в себе робкий юноша, преодолев свою робость и неуверенность, подойдет к девушке и попробует познакомиться, и она скажет «нет, конечно, можно ли там ваш телефон?» Вот, его не порезали ножом. Вот, и Но как будто это иногда хуже, чем порезали. потому что он все это сделает с собой сам. Да. Вот в чем история. Он скажет себе, что значит, вот я такой убогий, и я там никому не понравлюсь, или Всё, я крест. всегда буду один, я ставлю крест, да, там, я неудачник, вот, а вот там Петя-то как подходит, у него там сколько. Вот. То есть это внутренняя начинается история. И вот эти вот страхи отказа — это всегда история, которая разворачивается внутри, в профессиональной сфере или в личной. Вот, то есть мы подходим к самому главному. Получается, что люди, которые боятся говорить «нет», они просто неуверенные в себе люди. Можно сказать, что у них бывают разные трудности. Во-первых, что они недостаточно уверены в себе. Во-вторых, что у них заниженная или очень неустойчивая самооценка. И в таких случаях эта самооценка часто зависит от мнения других людей. Оценочная зависимость. То, что буду думать я о себе, зависит от того, что думают обо мне другие люди. Конечно. Вот. И если обо мне будут думать плохо, то я проглачу эту отравленную токсичную котлету, и я буду тоже думать о себе плохо. Вот я не защищусь от этого. Это, конечно, привет из детства. В детстве невозможно было не съесть то, что давали Положила скушать мама. взрослые. Конечно. Вот. Но мы же говорим, что многие трудности, не все, но многие, они идут оттуда. Вот. Поэтому это, конечно, неуверенность в себе, это заниженная самооценка. Есть еще одна сложная такая психологическая штука. Ребенку могут не запрещать чего-то, не наказывать, но если его вообще часто ругают, говорят, что ты плохой, там, ты не такой, сравнивают с другими детьми не в его пользу, вообще формируется ощущение, что я хуже других, что я ниже других, что я менее достоин, чем другие. И тогда, как следствие, на автомате то, что им важно, это важнее, чем то, что я хочу. Их мнение, их суждение, но оно важнее, чем мое. Я уже таким себя чувствую маленьким ничтожеством, что это уже комплекс вызывает проблему. У меня уже может быть комплекс неполноценности. И тогда уже все это вместе работает. Вот. И тогда, конечно, я завишу от мнения другого человека очень сильно. Но так же, как раньше, от мнения учительницы
Учительница скажет: я тебе ставлю 2 по ведению, пусть, значит, отец придет, вот, или там пусть мама придет, придет мама, потом, значит, отец накажет, предположим, ну, один из типичных там советских сценариев. Вот. Авторитетная фигура. То есть есть люди, чье мнение настолько сильно влияет на мою жизнь, что оно более важно. Вот я-то не считаю, что я что-то плохого сделал от того, что я самолетики на уроки пускал. Ну, в конце концов, что произошло. Вот. Но этого такие серьезные последствия, что это начинает на меня влиять, потому что они решают. И во взрослой жизни уже и формируется вот такое отношение, что другие, они выше, они лучше, они важнее, они лучше знают, вот они более компетентны. У меня была история с клиенткой, которая прекрасно говорила на китайском языке и еще знала там их несколько, ну, лингвистические способности. Вот. Но поскольку кто-то ей сказал, вот, что там с каким-то переводом где-то вот что-то не то, вот, она рыдала и плакала. Вот, это была такая трагедия, вот, хотя у нее стоят там эти отличные оценки, красные дипломы, вот, она выполнила кучу там переводов личных, но вот кто-то вот сказал, и все. Это меня разрушили. Вот, ну, конечно, мы ее восстановили, потому что это просто мнение какого-то человека, какого, что он в этом деле знает, что он разбирается, почему он так сказал. Вот, может быть, он хотел чего-то такое, может быть, он сам хотел эту работу получить. То есть здесь начинается уже аналитическая история. Вот. Но чаще в основе вот такое представление о себе, которое создает вот эту почву. Как с этим бороться? Как это победить? Как из этого выйти вообще? Если это получается, не углубляясь, то просто выписать негативные мысли о себе и начать с ними спорить. Вот у меня есть какие-то убеждения о себе. Но они же очень глубокие, разум будет говорить: нет, ты все равно. По-разному. Чаще всего да. Но мы сейчас начнем пока с примеров простых. Например, там, у меня ничего никогда не получается. Надо составить табличку из 2 колонок. Вот в левой написать вот такие вот неприятные мысли о себе. А в правой написать, так ли это на самом деле. Ну, например, у меня никогда ничего не получается. Предположим, пишет человек лет в 30. И тут он пишет, что вообще-то я отлично окончил школу или хорошо окончил институт, у меня хорошая работа, вот у меня хорошие отношения, там, я умею играть на гитаре. Ну, явно неверное предыдущее суждение. И многие вещи можно оспорить, потому что эти негативные мысли на автомате, они часто неверны. Они просто так рождаются из каких-то глубинных установок, про которые мы сейчас поговорим. Но часто можно, не углубляясь, просто их оспорить и увидеть, что это не так. И самооценка от этого начнет расти. Вот я не пустое место, я тоже что-то достиг. Вот. Если это не получается, то тогда, конечно, хорошо бы спросить себя и найти вот эти установки, которые более глубинные. Что, предположим, у меня все равно ничего не получится. Вот, или я все равно не справлюсь. Я хуже других, или я хуже всех. Или в какой-то конкретной сфере у меня хорошо не будет никогда. Вот. И начать разбираться, вот откуда это взято, справедливо ли это, есть ли для этого основания. И постепенно эти вещи начать отменять. Вот. Здесь, опять же, иногда без помощи психолога не обойтись. Но только Мюнхгаузен мог вытащить себя за волосы из болота, потому что это противоречит законам физики, ты тащишь себя вверх, а плечо вниз. Иногда нужен профессиональный психолог, потому что он, во-первых, смотрит со стороны, а во-вторых, у него багаж знаний профессиональных и опыт консультаций. И он поможет эти вещи быстро понять и разобраться. Тем более, что есть определенные методы психотехники, которые нельзя сделать на самом себе, которые нужно только делать профессионал с опытным профессионалом. Делать, да. Конечно. Да, и еще вот скажи, вот эти люди, которым сложно говорить «нет», неуверенные в себе люди, они вообще осознают свою безотказность? И как они ее воспринимают? Что все нормально? В чем проблема? Все, у меня все нормально, ну просто я такой человек. Или им от этого плохо, и они хотели бы сказать «да», но вот боятся, не могут что с собой поделать. И они, то есть, как-то себе хуже делают. Чаще всего вариант второй. Ну, Марианна, это естественно. У человека есть потребности, у человека есть какие-то интересы, человеку что-то важно. Если ему раз за разом на это наступают... Но бывает, что он просто может чувствовать свою нужность так, что ко мне обратились, меня попросили, я значим. Такая история бывает. Вот, такая история бывает. Это может интерпретироваться про то, что так и должно быть, или про то, что я нужна, про то, что я важна. Вот, но эта история не может продолжаться бесконечно. Потому что при этом все равно происходит отказ, я все равно жертвую чем-то важным для меня. Все равно происходит вот это отодвигание, как вот та женщина-клиентка показала, к краю стола.
и в какой-то момент становится нехорошо. Вот. И да, здесь я пришла на помощь, но я пожертвовала чем-то важным для себя. Ну, давай, предположим, возьмем типичные примеры про работу и личную жизнь. Я в этот раз осталась доделать отчет и отменила какую-то личную встречу, и больше этот человек на связь не вышел. Вот я 2-й, 3-й, 5-й, 25-й раз осталась на работе, потому что, ну, я же выручила коллектив, вот, и меня же похвалили вот, при всех. При этом личной жизни никакой, вот, потому что я опять-таки этим жертвую. Вот. Трудно почувствовать удовлетворенность своей жизнью, когда она вот так усечена. Важна золотая середина, как и во всем. Важна золотая середина, и важна гибкость, и надо разбираться. Вот когда я могу пойти навстречу в одном случае, когда я могу пойти навстречу в другом случае, а этому сказать нет. Да. Мы всегда в жизни говорим чему-то нет и чему-то да. Илья, и в заключении твои рекомендации тем людям, которые хотят научиться говорить «нет». Во-первых, осознайте, что у вас есть право сказать «нет». У вас нет миссии и предназначения соответствовать ожиданиям другого человека. Вы имеете право фундаментально сказать «нет». Это главная основа. Второе. Вы можете сказать «нет». Идея о том, что я не могу «нет», она неправильная. Вам может быть страшно, неловко, непривычно, но вы можете сказать «нет». Найдите эти страхи, найдите эти блоки и начните про них думать и размысливать. Третье. Прорепетируйте мысленно, как вы скажете «нет». Найдите ту формулировку, ту интонацию, которая будет лучше всего в данной ситуации. А дальше делай, что должно, и будь, что будет. Спасибо большое, Илья. Это был Илья Шапшин. Всем любви.